Сейчас Newsweek пишет о том, что в Украине происходит золотая лихорадка по добыче ископаемого топлива. Это угрожает будущему Украины, и перед украинцами стоит надвигающаяся угроза. И она не российская, она американская. В настоящее время американские энергетические компании используют войну на Украине в корыстных целях. Под предлогом освобождения Украины от зависимости от импорта грязной энергии из России произошел взрывной рост инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру. Почему, мы видим все чаще появляются в американских СМИ такие заявления, что Америка использует Украину и разрушает ее экономику? Потому что это правда. Потому что Америка – это не только Байдена и не только его окружение, и не только военно-промышленный комплекс. Америка – это и другие люди, которые имеют возможность говорить, имеют доступ к рупорам, могут это делать в каких-то своих конъюнктурных целях, допустим, с учетом выборов, готовиться таким образом к выборам. А могут делать это искренне или совмещать одно с другим и выкладывать правду. А могут по глупости это делать, как бывший министр обороны, который сказал, это ж вы его цитаты приводите, что мы делаем, наш народ делает грязную работу за них, которую они никогда бы не хотели делать у себя там. Все это, если сплюсовать, то таким образом и пробивается эта информация. Украина – страна богатейшая с точки зрения природных ресурсов. Давайте так, в среднем 20 миллиардов кубов газа добывается. Это если туда не пускать Кобелевых и прочую эту шушваль, которая полезла после Майдана во властные кабинеты. Кобелевы, Ветренки, и прочее все это. Враги народа. 20 миллиардов кубов газа нашего родного украинского добывается. Население ежегодно потребляет, без десятичных дробей, пусть 14-15 миллиардов кубов газа. 20 добывается, 15 потребляется. Это формула простейшая, математическая, когда кто-то нам рассказывает о том, что газа у нас не хватает. И что поэтому надо, чтобы украинцы его покупали в 10 раз дороже его себестоимость. Газа много, он есть. И уран есть, руда есть, золото есть. В Черноморском бассейне нефть была, насколько я знаю. Есть все. Живи и развивайся. Но все последние правительства делали все для того, чтобы это все похерить. Вы в тот раз ставили интервью украинского диктора, или кто он там, он на украинском языке говорит, он Яневский. Так вот он говорит, снимите розовые очки. Если бы они что-то хотели сделать, они бы делали еще в 2019 году. В 2019. Это то, о чем я говорил в предыдущих эфирах. У него было 2 года в стране хоть что-то хорошее сделать, хоть чуть-чуточку, хоть немножечко отличиться от Порошенко. Не усугубить ситуацию, оставленную барыгой, а улучшить ее. Но ведь этого ж не было сделано. Это до войны, в мирное время. Пожалуйста, бери, делай. Останавливай бойню на Донбассе, выполняй подписанные тобой формулу Штайнмайера. Это что касается политики мира. Что касается экономики, не назначай говнюков, которые тебя обзывают и говорят, что неумный человек. Не умеешь сам, Азарова позови или кого-то, кто разбирается. Но этого же тоже ничего не было сделано. Это сказал тогда этот украинский диктор, ведущий. Это я к тому, что я профессиональный прокурор, я не поверю в случайность. Ни во времена Порошенко не было случайности. Это все были злонамеренные вражеские действия по развалу своей собственной страны, ее разграблению. Ни во времена нынешнего деятеля. Тоже не поверю в случайность. Я не верю в такие случайности. Да тут за что не возьмись. Это не случайность. Нам повышали цены на газ и рассказывали, что это нужно для того, чтобы развить отечественную газовую отрасль. И с каждым годом она добывала газа меньше. Это все до войны. Стало быть, ее укладывали специально, чтобы потом отдать.